Привет всем любителям природы! С вами Анастасия Клёнина. А это значит, что сегодня мы снова отправимся на поиск змей. Несмотря на то, что сейчас уже октябрь, сегодня выдался очень теплый день. Мы находимся в Ульяновской области, в степи, где обитают степные гадюки. И не только. Если нам удастся чего-то поймать, вы увидите это видео первыми. Пойдемте! Сегодняшняя особь очень важна. Если мы ее поймаем, сможем снять видео про отличие ужовых змей от гадюковых. Надо поймать. Вижу на горизонте развалины какого-то фундамента. Очень перспективное место. Змеи обожают такое. Вот интересное место, неплохая кирпичная кладка. И несмотря на холодный ветер, приземный слой воздуха и субстрат прогревается хорошо. Это привлекает змей. Здесь надо быть очень внимательными. Степные гадюки незаметные и тихие змеи. Они сливаются с местным пейзажем. К осени змеи уже сползаются на зимовку. Их можно найти в различных пустотах рядом с норами и под фундаментом, как здесь. Место очень перспективное и прогреваемое. Может, кто-нибудь вылез погреться. Пока никого. Шифер. Любимое укрытие змей. Надо поднять каждую маленькую шиферинку. В местах, где обитают ядовитые змеи, все укрытия надо поднимать только крючком, чтобы не саданули в руку. Но шифер как летнее укрытие идеален, а вот как осеннее он идеален только для сверчков. Плюс один. Параллельно со змеями я ловлю местных сверчков. Можно попробовать их размножить, чтобы было чем потом кормить наших змей. Вот мы тут змей ловим, а люди работают. Шкура. Лучше бы, конечно, живая змея, но шкура это уже что-то. Первая находка. Старая гадючая шкура. Сейчас покажу, как я это определила. Вот, посмотрите, даже на выползке сохраняется узор в виде зигзага, который характерен для степной гадюки. А если голову посмотреть, то уж тем более сомнений не останется. Где-то здесь огромная степная гадюка обитает. Огромная это по меркам гадюк, потому что они редко вырастают больше 70 сантиметров. Вот бы нам ее поймать. У меня прям напряжение такое. Она же где-то здесь. Но где? Господи, я уже дергаюсь от любого стрекотания кузнечика.
Стоит услышать шорох, герпетолог принимает стойку. Откуда там змея должна вылезти? Из рога? О, какое место хорошее. Здесь, похоже, когда-то были поилки для скота. А, кстати говоря, вот там вот за моей спиной находятся горы. Это скотомогильник. Мы туда не пойдем. Там ужасно воняет. Я очень надеюсь вот здесь вот вытянувшуюся хоть одну змеюшку найти. Ну такое солнышко, ну вылезайте. Там впереди, похоже, заброшенные загоны для скота. Склоны, плиты. Все для змей. Хожу коровьими тропами. Интересно, достается им тут от змей? Такие хорошие места, но мы ничего не нашли. Очень жалко. Но еще не все потеряно. Я знаю, где они зимуют в естественных условиях. Рядом с Волгой. Сейчас мы туда поедем. Приехали на новую локацию. Находится она прямо за деревней. И несмотря на то, что уже обед, солнышко дает нам шанс найти что-то. Я верю, я искренне верю, что мы сможем это сделать и поймаем степную гадюку в октябре. Пойдемте на склоны. Вот он успех. Степная гадюка. Небольшая, но очень красивая. Так. Опля. Сейчас дело в том, что я еще одну заметила. Вон там он на камешке греется. Поэтому я вот так вот аккуратненько продемонстрирую свой улов. Сложу его в мешочек и пойду за следующий. О, зашипела. Так. Я слежу за той, чтобы она не ушла. А надо, конечно, следить за зубами этой, чтобы она меня не ципнула. Фу. Одна есть. Так, аккуратно прижимаем голову крючком.
Желательно на ровной поверхности. Видите, здесь камешек не очень удобно. Вот, здесь вот. И после, только сильно не жать, пальцем аккуратно накрываем голову. И берем с двух сторон за челюсти, ни в коем случае не подставляя палец под нижнюю челюсть, потому что она ее прокусит. Помните, я говорила, что гадюка шипит по-другому? Послушайте. Ее шипение напоминает мне плевки. Такое прямо... А еще можете посмотреть на ее два ядовитых зуба. Вот они. Из верхней челюсти, видите, слегка свисает. Та шкура, которую мы нашли на заброшке. Вот эти самые узоры, зигзагообразные, по спине. Кто-то писал, что похоже на колготки советские. Я надеюсь, всем видно великолепный вертикальный зрачок, как у кошки, который отличает гадюку от любой неядовитой нашей ужовой змеи. Степные гадюки мне очень нравятся. Мало того, что они красивые, так еще и очень спокойные змеи, несмотря на свою ядовитость. Правда, если вспомнить ту историю про астраханца, которого укусила гадюка только с 3-го раза, когда он ее пытался проглотить, фокус показывал, то история характеризует как раз эту змею как очень терпеливую и спокойную. Ведь она его до этого-то не кусала, он ее и в руки как-то взял. Степная гадюка, как следует из названия, обитает в основном в степи. Вот такие вот открытые места и небольшие склончики – ее любимое место. А зимует вот под этими камнями. Эта красавица поедет с нами. Там наверху еще звуки. Так. Пошлите. Нет, все, ушла. Тот самый случай, когда они очень тихо лежат. Степные гадюки здесь питаются прямокрылыми насекомыми. Говоря по-русски, кузнечиками. Им понравится мое угощение. Есть! Есть еще одна есть. Вот так внезапно. Испачкал бедняжку в грязи. Красавица. Светленькая, покрупнее. Она меня обгадила, но в отличие от ужа она не воняет, только имеет ядовитые зубы. Целых 2. Правда, смертельных укусов у нас в области не зарегистрировано. В отличие от Астраханской области, которую пополнил тот человек, о котором я рассказывала. Держать ядовитую змею в руках – это особое искусство. Надо держать ее уверенно, но не сдавливать, чтобы с одной стороны не задушить ее, у нее здесь находится дыхательная трубка, а с другой стороны, чтобы она не вырвалась и не укусила. Аппетит приходит во время еды. Я теперь думаю, может быть, мы еще полоза узорчатого найдем. Они здесь есть.
Полос, полос, полос. Видите его? А он там есть. Эх. Была не была, он ползет в нору. Отлично. Лапочка, лапочка, лапочка. Ой, не знаю, люблю их. Что тут еще добавить? Ой, кусь. Хорошо, что не кусят степной гадюки. Полозы всегда при поимке показывает свой характер. Обратите внимание на круглый зрачок. Я думаю, после вертикального зрачка степной гадюки здесь отличие на лицо очевидное. И узор. Полос хоть и называется узорчатый, такого зигзага, как у гадюки, у него нету. Прикольно, есть еще такое отличие ужовых змей от гадюковых в том, что у ужовых очень длинный хвост, а вот у этой особи он оторванный. Так что даже не смогу показать это различие. Видимо, потеряла в неравной схватке с хищником. Кстати, тем интереснее будет наблюдать за этой особью в террариуме. Если вы помните, полос вибрирует кончиком хвоста при опасности. Будет ли она вибрировать вот этим кончиком? Кстати, полос за гадюком я сажать не буду. Не думаю, что они его покусают. Просто он отличный попутчик. Едет себе спокойно и смотрит. Красавчик. Итак, сегодня нам несказанно повезло. Несмотря на то, что на дворе уже середина осени, нам удалось поймать целых 5 степных гадюк и одного узорчатого полоза. Медянка нам не попалась, но это так, было бы дополнительно приятно. За змей не переживайте. После необходимых манипуляций мы всегда возвращаем их назад в природу. Будьте любознательны, любите природу и оставайтесь с нами. С вами была Анастасия Клёнина. До новых змеиных встреч!